Приветствую всех сварщиков на своем канале. Канал называется «Тигр. Сварка цветных металлов». В этом выпуске я расскажу, как подключить сварочный аппарат и как настроить сварочный аппарат под сварку алюминия толщиной 1,5 мм. Для новичков, для студентов, я думаю, что этот выпуск будет очень полезным. Погнали, ребят! Итак, давайте подключим наш сварочный аппарат. В нашем случае это сварок Multiwave 315 AC/DC. Вот. Соответственно, AC это переменный ток, DC постоянный ток. Давайте подключим. Начнем, наверное, с массы. Нам нужно подключить на прямую полярность. Прямая полярность это получается плюс на массе. Подключаем массу. Так, все, зафиксировали. Дальше подключаем горелку в минус. Подключили горелку. Дальше у нас идет газ и охлаждающая жидкость. Холодная, горячая, все как надо. Вот. Так, подключаем газ. Газ подключаем вот сюда, вот в этот разъем. Вот здесь вот даже значок есть газ. Здесь выход газа к горелке. То, что нам будет поступать. Защелкнули. Так, дальше берем синее, вот. Ну, соответственно, логично все. Красное к красному, это вход красный, а выход это синий. Подключаем быстренько синий. Оп, защелкнули. Так, красный защелкнули. Так, у нас теперь осталось подключить горелку. Вот у нас контакт. Так, сейчас. Вот у нас контакт. Этот контакт, он от самой горелки, от кнопки. Вот. Я иногда работаю педалью. Про педаль будет отдельный выпуск. Я вам расскажу, какие плюсы, минусы педали. Вот. Давайте подключим горелку сейчас. Так, контакт горелки. Вот у меня от педали. Они идентичны, абсолютно одинаковые. Вот. Эту подключаем, у нас педалька работает, а эту подключаем, у нас с кнопки работает, с горелки. Мы будем подключать сегодня с кнопки, чтобы работала у нас горелка. Все. На прямую полярность у нас сварочный аппарат готов работать. Минус горелка, плюс масса, контакт, газ, выход газа с горелки и жидкость охлаждения. У нас здесь кулер, вот как видите. Так, ну что, теперь запускаем аппарат. Рычажок включения сзади аппарата, также вход газа. Вход подачи газа. Так, давайте сейчас поближе подвинемся к аппарату, чтобы вам панель была хорошо видна, потому что остальное все вы видели, что как подключать. Так, и чуть-чуть, наверное, ниже надо опустить. Так, вот так вот. Замечательно. Погнали. Так, у меня стоит постоянный ток. До этого я что-то на постоянном токе варил. Нам нужен переменный ток. Переменный ток у нас AC. Ставим на AC. Микс. Про микс я вам в отдельном выпуске потом расскажу. 3 волны. Прямоугольная, треугольная и синусоидная. Мне нравится тонкостенный алюминий варить на треугольной волне. Вот. Дальше у нас идут режимы. Двухтактный режим, четырехтактный режим, повторяющийся режим и спот режим. Двухтактный. Зажег, нажал кнопку, варишь, опустил, дуга гаснет. 4 такта. Нажал кнопку, дуга загорелась,
нажал кнопку еще раз, дуга погасла. Повторяющийся режим, спот режим, и взяли, прихватили деталь. Можно очень быстро прихватывать, и в общем эта функция мне нравится, когда я собираю там, например, нержавейку какую-нибудь, чернуху. Вот. Высокочастотный режим и контактный. В общем, контактный, бесконтактный. Поджиг дуги. Идем дальше. Дуга постоянная, дуга импульсная. Вот. Нам нужна дуга постоянная, пусть постоянно горит. Идем дальше. Кулер нам не нужен. Педалька у нас выключена. Верхний вот этот вот режим, вот это раз, два, и вот эта вот панель, вот так вот рукой обведу, это панель для ММА сварки электродами, покрытыми электродами. Идем дальше. Здесь у нас ячейка, это загрузить, это сохранить. Здесь у нас ячейка плюс-минус, выше, ниже, какую ячейку вы выбираете. Например, вот 19 ячейка, делаем сохранить. Вот это вот сохраняет. Оп, все, сохранили. Теперь берем и загрузить. Все, загрузили. Это вот то, что мы настроили, мы сохранили и загрузили. Идем дальше. Начальная продувка газа у нас будет 0,5. Так. Дальше у нас подъем тока. Это 10 ампер будет в нашем случае. 10 ампер. Потом время поднятия тока до верхнего, до базового. 2,5 секунды. Можем там поменьше поставить. Пусть за 1,5 секунды он поднимется до вот этого ампеража основного. Давайте так, выберем на 1,5 мм толщину. Я выберу, пусть будет 53 ампер. Дальше идем. У нас спад тока 0,3 секунды. Быстро, в общем, быстрый спад. Нам долгий спад не нужен на тонкостенном алюминии. Поэтому у меня 0,3 секунды стоит. Дальше идем. 10 ампер на спаде. При заварке кратере, можно сказать так. 10 ампер. Так, дальше у нас постпродувка. Постпродувку я рекомендую ставить там, не меньше 3 секунд на тонкостенном изделии, да, детали. Вот. Потому что вы варите алюминий, вот, от переменного тока вольфрам очень сильно нагревается. Поэтому ему надо дать остыть в защите аргона. Вот. Я поставлю 4,5 секунды, чтобы он у меня хорошо остыл и остался блестящим. Потому что если он не успеет остыть в среде аргона, он просто у вас почернеет, а потом при старте, когда вы начнете варить этим же вольфрамом другую деталь, да, какую-нибудь, у вас просто вольфрам начнет раскалываться, грубо говоря. Погнали дальше. Герцовка. Так, герцовка. Герц у нас 91, но я на тонкостенный алюминий поставлю побольше. Давайте поставим. Ну, чем больше, тем у вас дуга уже и сконцентрированнее. Поэтому давайте поставим. Я поставлю вот 173. Начинаем от 20. Он вообще по минималке зачищает. Это когда у вас деталь прям идеально блестит, когда вы обезжирили ее, когда она у вас хорошо протерта. Вот, тогда можете, если вам нужен узкий шов с глубоким проплавлением, пожалуйста, вот, выставляете 20% очистки. Он практически вообще не очищает, но лучше на всякий случай ставить хотя бы 22%, даже на чистую. Вот, в моем случае я алюминий протирать не буду, вот, поэтому я выставлю 25% очистки, чтобы у нас хотя бы немножко очистка была и зона шва была не такой широкой, как, например, вот если мы поставим очистку 50. Если мы поставим очистку 50, у нас ширина шва и зона очистки будет широкими. Ну и, соответственно, проплавление будет по минимуму. Вот.
ставим так 25. Вольфрам у меня сейчас 3,2 стоит. Вот. Ну, лучше, конечно, на 1,5 мм толщину алюминия поставить 2,4 или двойку. Вот. Ну чё, вроде все, ребят. Погнали варить. Ребят, я шарик накатал, чтобы вы увидели, как правильно накатать шарик. Чтобы он был чистый, блестящий. Ну и чтобы у вас сварочная ванна была стабильная. Я вам покажу, как прихватил на тех параметрах, которые мы с вами настраивали. Вот эти две точки, раз, два. Я специально с краю не прихватываю, потому что лучше чуть-чуть подальше. А потом уже с краю начинаем и варим. Ребята, смотрите, я специально сделал два шва, чтобы вы посмотрели. Вот этот шов, чешуйка у нее будет пошире. Так, не знаю, видно вам или нет. Вот, аккуратненько, чисто. Видите, зона зачистки небольшая. Вот. И вторая пластина, чешуйка будет почаще. Вот видите, шаг чешуйки, так скажем, да, часто подавал. Здесь часто подаю, по присадку получается, а вот здесь пореже. Все отлично сварено. Смотрите, с обратной стороны как. Красота. Вот на этом наш выпуск подходит к концу. Если я мог вам чем-нибудь помочь, ставьте лайки, подписывайтесь. В будущем будет очень много интересного. Буду рассказывать и делиться своим опытом. До встречи!